В этом ролике я постараюсь в сжатой форме предоставить большой объем информации, поэтому рекомендую отложить все дела, занять удобную позицию, сделать чаю и взять к нему вкусняшек. Приветствую вас на канале Админселе. Меня зовут Алексей. Схема электропроводки, которую я реализовал в своем мотоблоке, будет показана в конце видео, и я дам пояснения по каждому из ее узлов. Недавно на моем канале вышло видео о том, как можно собрать электростартер для своего мотоблока с водяным охлаждением и как сделать это наиболее дешево и надежно. На этапе планирования сборки электростартерного набора для своего тяжелого мотоблока с водяным охлаждением, который я недавно переделал при помощи кит-набора в мототрактор, я уже понимал, что магазинные электростартерные наборы являются не самым лучшим вариантом, если я хочу получить надежное изделие, при этом по цене такие магазинные наборы будут дороже, чем я соберу это все самостоятельно. Прежде чем приступить к реализации проекта установки электростартерного набора на свой тяжелый мотоблок, я решил начать с изучения вопроса работы штатного генератора. Изначально я не планировал собирать электростартер, который сможет только лишь запускать мотоблок. Я хотел, чтобы система была самодостаточной, и во время работы мотоблока аккумулятор мог подзаряжаться от генератора. Штатный генератор моего тяжелого мотоблока с водяным охлаждением был настолько слаб, что не мог даже зажечь лампу фары мотоблока в полную силу. Я прекрасно понимал, что в таком состоянии этот генератор никогда не сможет подзарядить аккумулятор мотоблока. Вариантов у меня было два. Первый – привести в чувство штатный генератор при помощи перемотки его катушек. Второй – установить внешний генератор от автомобиля. Второй вариант мне не понравился тем, что он предполагал внесение существенных изменений в конструкцию мотоблока. Так как штатных мест для крепления автомобильного генератора у мотоблока попросту не существует, мне пришлось бы генератор устанавливать самостоятельно при помощи приваривания его крепежей и выведения новых ремней, что существенно растянуло бы по времени сам проект и потребовало бы дополнительных испытаний и возможных переделок. Первый вариант мне показался самым оптимистичным, так как вносить изменения в конструкцию мотоблока не нужно, а достаточно только лишь перемотать обмотки статора штатного генератора. Посмотрев интернет, я не нашел однозначной инструкции о том, какие именно изменения нужно вносить в штатный генератор мотоблока. В целом было понятно, что нужно перемотать катушки генератора, но вот каким проводом и по сколько витков на каждой катушке нужно наматывать, информация сильно отличалась. Я находил упоминания, начиная от 25 витков и заканчивая 45 витками. Также у некоторых генераторов отличалось количество катушек, что также вносило некую неразбериху в процедуру модификации генератора. В итоге я остановился на варианте с 30 витками на катушку. У меня на генераторе 6 катушек. Катушки я наматывал одножильным эмалированным проводом сечением 0,25 мм в 4 нити одновременно. Таким образом я добился сечения в 1 квадратный миллиметр, и провод лег довольно-таки компактно в катушку. Максимальный расчетный ток, который способен выдать этот генератор, равен 10 амперам. Но реальный ток, как оказалось, ниже, потому что магниты ротора не способны сгенерировать достаточную ЭДС в силу своей малой мощности. Наматывал провода на катушки я самостоятельно. Предварительно растянул 4 нити провода длиной по 13 метров каждая. После окончания наматывания провода, катушки, из которых выходят силовые провода, я обмотал нитками и проклеил клеем BF4, так как эпоксидки у меня просто не оказалось. В противном случае, если не проклеить катушки, во время работы генератора от вибрации эмаль может отколоться от провода и будет витковое замыкание, что выведет из строя генератор. Изначально генератор я испытывал на сверлильном станке. На станке я установил 1220 оборотов и подключил генератор к патрону. В итоге генератор выдал 5 вольт. Я понимал, что полученный результат нельзя считать точным по целому ряду причин. Во-первых, я не был уверен в том, что оборотов сверлильный станок выдал именно 1220. Скорее всего, их было меньше. Сколько, я не знаю, потому что точным прибором я этого не измерял. Также генератор работал на холостом режиме, потому что никакой нагрузки к нему подключено не было. Естественно, что при подключении нагрузки эти 5 вольт должны были просесть, но все же данный опыт дал мне хоть какое-то представление о том, что работа, которую я сделал, была проведена не зря. Следующее испытание генератора я проводил уже непосредственно на мотоблоке. Для начала стоит сказать, что один оборот маховика двигателя равен 3,5 оборотам генератора. Максимальное количество оборотов, которое выдает двигатель тяжелого мотоблока с водяным охлаждением, находится в пределе 2-2,5 тысяч оборотов. Таким образом, расчетная частота вращения генератора на максимальных оборотах двигателя должна составлять порядка 7700 оборотов в минуту. Исходя из того, что при 1200 оборотов он выдавал 5 вольт, то при 7700 он должен выдавать в 6 раз больше, то есть порядка 30 вольт.
Установив генератор на мотоблок и запустив двигатель на максимальных оборотах, я получил 27 вольт на выходе от генератора. Таким образом, беглые расчеты оказались довольно-таки точными. Также я измерил частоту тока, которую выдавал генератор на максимальных оборотах. Сейчас. 200 Гц. Она равнялась 450 Гц. Понятия не имею, для чего мне этот показатель, ведь напряжение после генератора я все равно планировал выравнивать при помощи диодного моста. Но цифра мне это понравилась, и я решил о ней упомянуть. Таким образом, переделка штатного генератора тяжелого мотоблока с водяным охлаждением оказалась не бессмысленной, и этот генератор можно использовать для заряда аккумулятора. Принципиальным решением было не приобретать китайский венец для маховика двигателя, а использовать бывший в употреблении венец от автомобиля ГАЗ-53, который, как оказалось, идеально подходит на маховик мотоблока. Естественно, маховик пришлось предварительно протачивать у токаря под венец. Следующим немаловажным шагом в этом проекте был выбор электростартера, который будет запускать двигатель мотоблока. До того, как я начал собирать собственный электростартерный набор для тяжелого мотоблока с водяным охлаждением, я не особо разбирался в теме электростартеров и не вникал в то, какие они бывают, чем отличаются, какие лучше, какие хуже, и слабо представлял, какой электростартер подойдет для моей задачи. Первой трудностью выбора электростартера, с которой я столкнулся, оказалось банальное направление вращения Бендекса. Бывает правое вращение, бывает левое вращение. Я все не мог понять, относительно какой точки наблюдатель следит за вращением Бендекса. Спереди стартера, сзади стартера. Ведь одно и то же направление вращения с разных сторон выглядит по-разному. Я выбрал электростартер, который вращает Бендекс по часовой стрелке, при условии, что на него нужно смотреть со стороны торца Бендекса, а не со стороны клеммы. В итоге я выбрал электростартер на постоянных магнитах и с планетарным редуктором. Такой электростартер хорош тем, что он компактен и способен развивать большую тягу при относительно малых пусковых токах, что в свою очередь позволяет использовать маломощные аккумуляторы и при этом легко запускать дизельный двигатель, у которого на минуточку компрессия минимум в 4 раза выше, чем у двигателя на бензине. Теперь с газом. Температура двигателя 12 градусов. Даем маленький газ. После того, как я определился с техническими характеристиками электростартера, которые я буду использовать для своего мотоблока, я решил определиться с выбором производителя электростартера. Тут я отталкивался исключительно от единственного условия. Электростартер должен быть максимально распространенным в автомагазинах. По моему мнению, таким электростартером является электростартер от ВАЗ-2101. Также электростартеры от этой модели автомобиля выпускаются большим количеством производителей и имеют относительно невысокую цену. В случае необходимости я могу купить его практически в любом автомобильном магазине, не переплачивая за уникальность электростартера. Я заказывал его через интернет и получил на него 2 года гарантии от производителя. При этом всем он обошелся мне дешевле, чем электростартер из магазина запчастей для мотоблоков. Плюс я получил 2 года гарантии, о которой в мотоблочных магазинах даже не идет речи. Так как электростартер, который я использовал в своем наборе для мотоблока, является автомобильным, то естественно, что кронштейнов для его крепления к мотоблоку в заводском исполнении просто не существует в природе. Ну или во всяком случае они не попадались мне на глаза, а значит мне нужно было изготовить этот кронштейн самостоятельно. Для начала я решил, что кронштейн буду делать из стальной шины толщиной 8 мм. Кронштейн крепить к двигателю я решил на болты крышки сапуна, то есть на то же самое место, на котором крепится и штатный кронштейн.
Я создал 3D-модель кронштейна, опираясь на посадочное отверстие электростартера, который был у меня уже на руках, и посадочное отверстие крышки сапуна. Изначально кронштейн я распечатал на своем 3D принтере, прикинул расположение стартера относительно винца на месте и по созданным отметкам сделал кронштейн уже из стали. Промахнулся всего лишь на 4 мм по высоте, но это при помощи сварки и болгарки я поправил уже на месте и никаких проблем с этим не было. Также на кронштейне я установил дополнительные 2 ребра жесткости. Изначально я решил не использовать мотоблочный аккумулятор, потому что у этих аккумуляторов низкие пусковые токи и непонятно, кто их производит и как их обслуживать. Для запуска автомобильного электростартера мотоблочный аккумулятор может оказаться слишком слабым, и если даже мне удастся запустить такой стартер, то прослужит он недолго. В итоге я решил, что буду устанавливать автомобильный аккумулятор емкостью 45 ампер-часов с пусковыми токами 400-450 ампер. Остановился на аккумуляторе от производителя Force. Это не означает, что это самый лучший аккумулятор и срочно нужно покупать только лишь аккумуляторы этой фирмы. Пока я ходил по магазинам, мне встречались 3 модели аккумулятора. Проверяя их аккумуляторным тестером, я видел практически мертвые аккумуляторы, которые стояли, тем не менее, в магазине на продаже. Так как аккумулятор у меня не штатный для тяжелого мотоблока с водяным охлаждением, то естественно, что родной ящик для аккумуляторов мне бы не подошел. Поэтому я решил делать аккумуляторный ящик самостоятельно. Для этого я выбрал сталь толщиной 2 мм, которая осталась у меня от проекта по созданию кукурузоуборочной навески для мотоблока Motorsich. Сейчас в правом верхнем углу вы видите ссылочку на это видео. Ящик я спроектировал в одной довольно-таки известной CAD-системе, после чего по полученным выкройкам я вырезал ящик из металла, сварил его. Для закрепления крышки ящика я применил застегивающиеся петли. Мотоблочное зарядное устройство я решил не использовать, так как, по моему мнению, оно неоправданно дорогое, совершенно не ремонтно пригодно и не позволяет изменять напряжение заряда аккумулятора. Посмотрев, что предлагается в интернете из автомобильных зарядных устройств, я остановился на зарядном устройстве для автомобилей семейства ВАЗ от украинского производителя Вымпел. Эта зарядка мне приглянулась тем, что она позволяет регулировать выходное напряжение. Имея возможность регулировки выходного напряжения, я могу изменять его таким образом, чтобы аккумулятор получал правильное напряжение, которое будет его эффективно заряжать. Потому что если на выходе будет всего лишь 13 вольт, то аккумулятор таким напряжением нормально зарядиться не сможет. Поразмыслив, я решил отказаться от автомобильного зарядного устройства Вымпел. Сделал я это по целому ряду причин. Во-первых, максимальный ток, который способен пропустить через себя это реле заряда, равен 4,5 ампера, а я на тот момент понятия не имел, какой ток будет выходить из генератора. Второй момент. Особенностью схемы этого зарядного устройства является тот факт, что в случае отключения аккумулятора при заведенном двигателе реле заряда может сгореть. В итоге я решил остановить свой выбор на DC-DC преобразователе с функцией стабилизатора от наших китайских собратьев. У данного устройства есть целый ряд защит. А именно, защита от короткого замыкания, защита от переполюсовки входящего напряжения, большой предел как по входящему, так и по исходящему напряжению. Также имеется возможность регулировки выходящего напряжения и тока. Может пропускать через себя ток до 8 ампер. Ссылка на конкретный преобразователь, который я использовал в своем проекте, будет в описании под этим видео. Как я говорил ранее, мотоблочный генератор на максимальных оборотах выдавал 450 Гц переменного тока, а для работы системы необходимо 12 вольт постоянного тока. Поэтому выравнивать ток после генератора я решил при помощи диодного моста. Диодную сборку я покупал в радиомагазине. Диодная сборка рассчитана на работу с током до 50 ампер и напряжением до 1000 вольт. Мне слабо верится, что этот диодный мост способен выдержать 50 ампер при 1000 вольт, но даже если он выдержит 25 ампер при 500 вольтах, это все равно в разы больше, чем мне нужно, а значит у него будет неплохой запас прочности. Посмотрев обзоры на данный диодный мост, я узнал, что они чувствительны к перегреву и требуют хорошего охлаждения. Для охлаждения я разместил диодный мост перед радиатором, в месте, в котором засасывается холодный воздух с улицы. Также для лучшего теплоотвода от диодов я припаял к ним провода сечением 6 квадратных миллиметров, исключительно для того, чтобы медь из этих проводов оттягивала на себя тепло, которое выделяется при работе диодного моста. Насколько оправданным было это решение, я не знаю, но в данном вопросе лучше перегнуть палку, чем ее не догнуть. После того, как я закончил монтаж всех необходимых элементов схемы зарядки аккумулятора, на заведенном мотоблоке я выставил напряжение от генератора в районе 14,7 вольт. В случае необходимости я могу его изменить.
Также я измерил выходной ток, который поступает на аккумулятор после генератора и реле зарядки. Ток составил 2,6 ампера. Это ниже, чем я ожидал, и это существенно ниже, чем максимально возможный ток, который способен выдать данный генератор после перемотки. Но тем не менее, это все равно довольно-таки неплохой показатель, и этого ампеража вполне достаточно для того, чтобы заряжать аккумулятор после запуска ним электростартера тяжелого мотоблока. Проводку в этом проекте я использовал бытовую. На силовую линию электростартера идут провода сечением 10 квадратных миллиметров. Вся остальная проводка выполнена бытовым многожильным проводом сечением 2,5 квадрата. По раме проводка проходит через гофру. Для запитывания всех потребителей, таких как всевозможные датчики, а также фары, я использовал один единственный предохранитель мощностью 10 ампер. Для подключения потребителей я установил в аккумуляторном ящике обычную колодку закрытого типа на 10 проводов. В итоге вся электропроводка на моем тяжелом мотоблоке с водяным охлаждением, который я переделал в мототрактор, выглядит вот таким вот образом, как указано на схеме. Основные ветки этой схемы для более простого восприятия вами я раскрасил разными цветами. Аккумулятор своей минусовой клеммой подключен к тумблеру массы, который в свою очередь подключен к корпусу. Плюсовая клемма выходит на 10-амперный предохранитель, а после него заходит на распределительную колодку, к которой подключается зарядное реле и потребитель. В случае короткого замыкания на потребителе перегорает 10-амперный предохранитель. Стартер обозначен кружочком с буквой М. У стартера 3 клеммы. Первая клемма – это масса, вторая клемма – это плюс, на которую приходит силовой провод от аккумулятора. Третья клемма – это клемма втягивающего реле. На схеме изображено, что контакт втягивающего реле через кнопку соединяется с плюсом стартера. Как вы могли уже догадаться, при помощи этой кнопки стартер приводится в движение.
Генератор выдает переменное напряжение, которое заходит на диодный мост. После диодного моста выходит нестабилизированное, постоянное напряжение, оно заходит на DC-DC преобразователь, который стабилизирует напряжение до необходимых мне 14,6 вольт. Отрицательная выходящая клемма подключается на корпус. Положительная выходящая клемма через диод подключается на колодку, которая соединена с плюсовой клеммой аккумулятора. Диод используется для того, чтобы исключить возможность подачи напряжения от аккумулятора на выходные клеммы стабилизатора. Стоит отметить, что стабилизатор нормально относится к подаче напряжения на выходные клеммы, но лучше все же ограничить эту возможность диодом. Моя схема проводки не является эталонной. Возможно, у кого-то она реализована более оптимально и надежно. Для меня это был первый опыт создания подобных схем и тем более реализации их в металле. Если у вас есть идеи, как можно ее усовершенствовать, я с радостью готов обсудить это в комментариях под видео. Дабы не пропустить следующие видео на канале, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Если вы поставите лайк этому видео, то мне будет не только приятно, что работа сделана не зря, но я буду понимать, что тема этого видео была вам интересной. Удачи и до встречи на канале Админ в селе.